Прекратите листать ленту, потому что это изменило все. Никаких намеков, никаких предупреждений, всего один момент в 2026 году, который перевернул всю историю. Чингук и Тэйон мало что сказали, но их действия повергли ARMY в полный шок. Фанаты пересматривают это, анализируют каждую секунду и задают один и тот же вопрос: было ли это спланировано или просто раскрылось что-то большее? Оставайтесь до конца, потому что, увидев это однажды, вы уже не сможете этого развидеть. И никто этого не ожидал, ни фанаты, обновляющие свои ленты в 3 часа ночи, ни аналитики, которые думали, что полностью разгадали загадки BTS, ни даже инсайдеры, утверждавшие, что ничего грандиозного на 2026 год не запланировано. Все началось с чего-то обычного, слегка неверный ракурс камеры, пауза, которая длилась на полсекунды дольше, чем нужно, взгляд, который не должен был быть запечатлен. И все же этого было достаточно. Когда Чингук шагнул вперед, энергия в комнате изменилась так, как ARMY почувствовали через свои экраны. Он не улыбался так, как обычно, не той отточенной улыбкой айдола, не той игривой, к которой привыкли фанаты. Улыбка была тише, тяжелее, с таким выражением лица, которое говорило о том, что решение было принято задолго до того, как включился свет. Тэйон стоял рядом с ним, но не совсем рядом. Между ними была небольшая дистанция, намеренная и громкая в своей тишине. Фанаты сразу это заметили. Социальные сети взорвались через несколько минут. Почему они не стоят ближе? Видите руки Тэйона? Чингук выглядит так, будто что-то скрывает. Но по-настоящему все изменило не то, что они сказали. Все изменилось после. Чингук закончил свою фразу, короткую, расплывчатую, почти безобидную на первый взгляд. Что-то о времени, что-то о взрослении, что-то о будущем. Слова, которые могли бы ничего не значить, если бы не реакция Тэйона. Тэйон кивнул. Он не улыбнулся. Вместо этого он посмотрел на Чингука, действительно посмотрел на него, всего на секунду дольше, чем нужно. И в ту секунду все, что люди считали правдой, начало рушиться. Камера попыталась отойти, но было уже поздно. Фанаты мгновенно перехватили кадр, замедляя его покадрово. Выражение лица Тэйона не выражало гнева. Не было грусти. Это было узнавание, словно он услышал то, чего ждал и чего одновременно боялся. ARMY почувствовали это в груди. Это не было постановочным. Это не было фан-сервисом. Это не было совпадением. К концу трансляции ничего драматического официально не произошло. Ни объявления, ни объяснения, ни подтверждения чего-либо вообще. И все же фандом был в хаосе, потому что, когда Чингук сошел со сцены, он не последовал запланированному маршруту. Он обернулся. Он протянул руку, и Тэйон, после короткого колебания, взял его за руку, не крепко, не небрежно, а целенаправленно. Это единственное движение стерло многолетнее предположение. В течение нескольких часов хэштеги стали трендами по всему миру. Теории столкнулись. Всплыли старые интервью. Прежние тексты песен внезапно зазвучали по-другому. Фанаты поняли, что то, чему они стали свидетелями в 2026 году, было не камбэком или концепцией. Это был поворотный момент. Что-то изменилось за кулисами. Что-то необратимое. И что бы ни решил Чингук, Тэйон уже знал. Теперь вопрос был в том, что произошло. Почему именно сейчас? После этого воцарилась оглушительная тишина. Никаких заявлений не было. Никаких объяснений не было. Никто из компании не вмешался, чтобы прояснить недоразумение. И это само по себе говорило ARMY все. Потому что, когда что-то действительно ничего не значит, это сразу же отрицают. Но на этот раз была только тишина. Чингук исчез первым. Фанаты заметили это в течение нескольких часов. Никаких ночных постов, никаких случайных комментариев, никакого присутствия там, где он обычно задерживался даже в напряженном графике. Как будто он полностью вышел из цифрового мира, оставив после себя лишь тот момент на сцене, который будет бесконечно звучать эхом.
Тэйон же, напротив, остался, но изменился. Его посты стали редкими. Когда он все-таки появлялся, подписи были короче, почти загадочными. Никаких смайликов, никаких шуток, только обрывки мыслей, которые казались незавершенными, словно он пытался что-то сказать вслух, обходя стороной. Одна фотография особенно потрясла фандом: размытое отражение в зеркале, приглушенное освещение, два силуэта, один безошибочно Тэйон, другой чуть за кадром. Но всеобщее внимание привлекло видимое на краю фотографии кольцо. Кольцо не броское, не новое, но знакомое. AR-MY узнали его мгновенно. Чингук носил его много лет назад, потом вдруг перестал. Теперь оно вернулось. Теории переходили от диких к отчаянным. Было ли это спланировано с самого начала? Что-то происходило за закрытыми дверями? Это связано с будущим BTS? Или что-то более личное? Инсайдеры хранили молчание. Расписание тихо корректировалось. Внешний вид менялся. Казалось, что была пересечена невидимая черта, и все участники пересчитывали свои дальнейшие шаги. Затем последовало интервью. Оно не должно было быть важным: простая беседа, безопасные вопросы, нейтральная обстановка, своего рода выступление, призванное успокоить фанатов. Но Чингук не стал подыгрывать. Когда его спросили о 2026 году и о том, что он для него значит, он сделал паузу, не для эффекта, не драматично, а как будто выбирал между честностью и безопасностью. Его ответ был осторожным, но взгляд — нет. В некоторые моменты, медленно произнес он, ты перестаешь притворяться, что тебя устраивает ожидание. Комната замерла. Интервьюер попытался увести разговор в сторону, но ущерб уже был нанесен. Видеоролики распространились как лесной пожар. Фанаты анализировали каждое слово, каждый вздох, каждое выражение лица, ожидая чего, ожидая кого. Через несколько минут Тэйон впервые за день опубликовал пост. Ни фотографии, ни объяснения. Всего одна фраза: не все, что имеет значение, происходит громко. Вот и все. AR-MY сломались. Потому что внезапно этот момент на сцене перестал быть изолированным. Он стал частью чего-то большего, чего-то, что тихо, терпеливо, мучительно строилось годами. И теперь, в 2026 году, давление достигло критической точки. Что бы ни решил Чингук, что бы ни принял Тэйон, дело было не в том, чтобы шокировать мир. Дело было в том, чтобы не исчезнуть тихо. И чем внимательнее фанаты присматривались, тем яснее становилось. Это не было началом скандала. Как только AR-MY начали складывать пазлы, остановить это было невозможно. Всплыли старые видеозаписи, те самые, которые люди годами считали совпадением или чрезмерным анализом. Чингук, не глядя, тянется к Тэйону. Тэйон поправляет микрофон Чингука с привычной, инстинктивной легкостью. То, как смягчались их голоса, когда они говорили о будущем, всегда расплывчато, всегда осторожно. Тогда это было легко отмахнуться. В 2026 году это было невозможно. Фанаты начали осознавать нечто тревожное. Эта история началась не сейчас. Она просто достигла той точки, когда больше не могла оставаться в тени. Загадочный пост бывшего сотрудника подлил масло в огонь. Ни имен, ни прямых обвинений. Всего одна строчка: некоторые связи откладываются, а не разрываются. Он был удален через несколько минут, но скриншоты живут вечно. Компания наконец отреагировала, но не так, как ожидали. Вместо отрицания они выпустили нейтральное заявление о художественном направлении и личностном росте, без упоминания момента, без разъяснений по поводу дистанции, молчания или внезапного изменения расписания. Это больше всего подтвердило подозрения AR-MY. Потому что контроль обычно сопровождается шумом. На этот раз он был сдержанным. За кулисами все быстро менялось. Тэйон отменил частное мероприятие без объяснения причин. Чингука заметили входящим в студию поздно ночью в одиночестве. Но фанаты заметили нечто странное, когда он вышел. На нем не было его обычной толстовки.
Вместо этого на нем была куртка, которую AR и Муай видели на Тэйоне всего несколько недель назад. Это не должно было иметь значения, но имело, потому что, когда фанатка спросила его об этом во время короткого общения, Чингук не стал уклоняться от ответа. Он улыбнулся, слегка, искренне и немного устало, и сказал, некоторые вещи разделяются. Именно этот ролик взорвал интернет. Не потому, что он что-то прямо подтвердил, а потому, что и не опроверг. Через несколько дней Тэйон провел прямую трансляцию. Без фильтров, без фоновой музыки, просто он тихо сидел, сосредоточив взгляд где-то за кадром. Фанаты затаили дыхание, ожидая объяснения, которого так и не последовало. Вместо этого он сказал следующее: люди думают, что молчание означает страх. Иногда это означает защиту. Защиту чего или кого? К этому моменту повествование полностью изменилось. Речь уже не шла о фан-сервисе или слухах. Речь шла об автономии, о двух артистах, выросших под пристальным вниманием всего мира, которые наконец достигли точки, когда они больше не готовы ограничивать себя ради комфорта. Фанаты AR и Муай разделились, но не так, как ожидали критики. Некоторые были шокированы. Некоторые были растроганы. Некоторые разозлились, не на Чингука или Тёна, а на саму мысль о том, что им когда-либо приходилось так долго ждать, чтобы жить честно. И посреди всего этого Чингук опубликовал последние сообщения перед тем, как снова исчезнуть. Жизнь, прожитая осторожно, оберегала меня. Честность наконец-то позволила мне дышать. Никаких тегов, никаких комментариев, только правда. Что бы ни случилось дальше, подтверждение, негативная реакция или полное молчание, одно было неоспоримым. Этот момент в 2026 году не просто шокировал AR и Муай. Он переписал историю. И на этот раз Чингук и Тён не просили разрешения перевернуть страницу. Они уже сами писали следующую главу. Последовавшие дни казались нереальными. Это был не тот громкий, взрывной хаос, которого все ожидали. Не было скандалов, заполонивших заголовки, не было драматических столкновений, запечатленных папарацци. Вместо этого было нечто гораздо более тревожное, коллективная пауза, словно весь фандом затаил дыхание одновременно. Потому что все это чувствовали. Черта была пересечена. И однажды пересеченная, ее уже не вернуть. Чингук оставался вне поля зрения, но его присутствие ощущалось повсюду. Свет студийных ламп горел после полуночи. Продюсеры осторожно намекали на музыку, которая звучала иначе, тексты, которые больше не были фантазией или метафоре, а о выборе, терпении, наконец, о том, чтобы остановиться, а не бежать. Тэйон, тем временем, снова начал появляться, не часто, не громко, но целенаправленно. На небольшом, неожиданном мероприятии он был одет в черное с головы до ног, просто, непринужденно, почти вызывающе в своем спокойствии. Когда репортер спросил его, чувствует ли он неопределенность в 2026 году, Тэйон слегка наклонил голову, словно обдумывая это слово. Затем он ответил «нет». «Чувствую себя честным». Это единственное слово задело его сильнее любого признания. AR и Муай поняли тогда, что какие бы переговоры ни велись за закрытыми дверями, какие бы разговоры ни разворачивались в комнатах без камер, пути назад к прежнему порядку вещей нет. Фанаты начали замечать тонкие изменения, персонал перестал спешить разлучать их в групповых встречах, графики снова стали совпадать после месяцев осторожного соблюдения дистанции, имя Чингука появилось в титрах проекта, в котором, по слухам, Тэйон принимал активное участие не как приглашенный артист, не как промоутер, а как участник группы. А затем появилось видео с репетиции. Утекшее, не опубликованное официально, но после появления его невозможно было скрыть. Видео было зернистым, незаконченным, явно не предназначенным для публики. Чингук и Тэйон стояли в пустой комнате, музыка тихая, свет приглушенный. Они не играли, они разговаривали. В какой-то момент Чингук рассмеялся, тихо, с облегчением, как человек, который давно не смеялся от души. Тэйон, не задумываясь, протянул руку и ненадолго положил ее на плечо Чингука. Никакой театральности, никакого осознания камеры, просто инстинкт.
Именно тогда даже скептики замолчали. Потому что хореографию можно подделать, слова можно написать по сценарию, но легкость нельзя отрепетировать. Компания пыталась вернуть контроль не путем отрицания, а путем выбора времени. Объявления откладывались. Релизы переносились. Это была тихая попытка замедлить то, что уже набрало обороты. Слишком поздно. Эйяр и Муай больше не спрашивали, изменилось ли что-то. Они спрашивали, как долго это сдерживалось. И впервые, вместо того, чтобы сжаться под этим вопросом, Чингук и Тэйон, казалось, выпрямились. В личном сообщении, позже опубликованном фанатам, простом, неподтвержденном, но сильном, ходили слухи, что Чингук сказал, некоторые истины не взрываются. Они раскрываются. И именно это и происходило. Не обвал, не скандал, а раскрытие. Что бы ни предстояло увидеть миру дальше, это не произойдет с предупреждением или заголовком, кричащим о внимании. Это произойдет так же, как и момент 2026 года, тихо, целенаправленно и невозможно игнорировать. Потому что, как только вы перестаете притворяться, даже молчание становится заявлением «Армия против».